В XVI веке нашей эры фламандский географ Герард Меркатор составил карту мира. На территории современной Сибири, помимо рек и гор, он разместил изображение женской фигуры. Так картограф отметил могущественного идола, которому поклонялись в здешних местах – Золотую Бабу. Народ Коми называл ее Зарни-Ань, ханты именовали Сорни-Най, а манси обращались к ней Калтась-Эква. Золотую Бабу считали истинной хозяйкой Урала и Сибири. За ней охотились норвежские викинги и русские князья. Европейские ученые пытались отыскать ее, а в советские годы даже поговаривали, что идол найден. Легенды о ее могуществе передаются из поколения в поколение у народов Севера. И по сей день они будоражат умы кладоискателей. Кто она, эта Золотая Баба? Миф или реальность? Где впервые упомянули об этом идоле? Действительно ли она вся состоит из золота? Какие легенды рассказывают об этом идоле, кому он помогает и где сейчас Золотая Баба? Существует ли она вообще? Ответы на эти и другие вопросы о сибирском божестве вы узнаете из этого видео. Друзья, прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме – планете Земля. Подписывайтесь на канал Ямал Медиа. Мы начинаем! Принято считать, что первое упоминание о Золотой Бабе было в скандинавской саге об Олове Святом. В тексте говорится, что примерно в 1023 году норвежские викинги под предводительством Тарира Собаки совершили поход в Би-армию, так называли северную часть России. Здесь они разузнали о святилище, в котором находились божества местных племен. Викинги попытались проникнуть в него. Внутри они увидели большую женскую статую из дерева. На коленях у нее находилась серебряная чаша с монетами, на шее висело ожерелье, а на голове была надета золотая корона, которую украшали 12 разных изображений. Статую ограждал частокол, а за ним находился курган из земли, золота и серебра. Налетчики ограбили святилище и даже отрубили статуе голову. Однако на обратном пути их настигли войны, и викинги вынуждены были бежать, побросав все награбленное добро. На Руси впервые о Золотой Бабе рассказывает запись в Софийской летописи от 1398 года. В ней сообщается о смерти христианского миссионера Стефана Пермского, который крестил народ Коми. Он сеял веру Христову на тех землях, где ранее поклонялись зверям, деревьям и Золотой Бабе. Также есть версия, будто идола собственными глазами видел атаман Богдан Брезга, принимавший участие в походе Ермака. Рассказ казака записан в кунгурской летописи. По словам Богдана Брезги, во время боя под стенами Демьяновского городка он увидел место, где была установлена статуя. Она представляла собой обнаженную женскую фигуру с сыном на руках. К ней приходили поклоняться местные жители и приносили ей дары. В тот раз захватить Золотую Бабу не удалось, ее тщательно спрятали, а среди русских пошел слух, будто идол может сам исчезать. Предания о Золотой Бабе сохранились у коренных народов Севера. Так у якутов рассказывают о медной женской статуе, которая стояла посреди болот. Как только к ней приближались враги, она издавала звуки, похожие на стрекотание сверчков, и излучала синеватое сияние. У манси считалось, что Золотая Баба была живой. Когда она переходила через Уральские горы, один из шаманов попытался ее задержать, но в наказание идол обратил его в камень. А ненцы верили, что раз в году, весной, когда в небо восходит великое солнце, из промерзшей земли поднимается солнечная баба, в чреве которой находится младенец, символ плодородия. Золотая Баба способствовала удачной охоте, рыбалке и помогала во всех делах. Как вы уже заметили, описания Золотой Бабы весьма противоречивы. В одних источниках говорится, что это статуя в виде старухи, при этом в животе ее находится сын, а рядом с ней внук. По другой версии, один ребенок был у нее на руках, а другой стоял рядом. Третьи утверждали, что Золотая Баба – это скала, напоминающая женщину в лохмотьях. Размеры тоже указывали разные. Кто-то говорил, что истукан среднего женского роста, а кто-то сообщал, что статуя на аршин выше самого здорового мужика. Интересно, что большинство сообщений говорят о том, что Золотая Баба вовсе не золотая, а чаще всего выполнена из дерева. Отсюда возникает логичный вопрос, почему тогда идол стали называть именно Золотой Бабой? Дело в том, что путешественники узнавали о Золотой Бабе от местных жителей. Например, манси называли свою богиню Сорни-Эква, что означает «золотая старуха». Однако помимо значения золота, мансийское слово «сорни» может обозначать и солнечный блеск.
Кроме того, на поклонение к идолам всегда приносили все самое лучшее. Поэтому возле такого мощного изваяния могли накопиться золотые и серебряные украшения, монеты и другие драгоценности, принесенные людьми в дар богине. Советские ученые пытались разгадать загадку Золотой Бабы. Так, историк из Новосибирска предположил, что золотой идол попал в Сибирь из Италии. По его словам, когда в 410 году нашей эры на Рим напали варвары, они разграбили город и похитили статую Юноны, богини-покровительницы семьи и брака. Вместе с украденным божеством нападающие вернулись на родину. Здесь, ближе к Северному Ледовитому океану, она и стала могущественным идолом. Другие исследователи считают, что Золотая Баба – это идол из золота, который стоял на берегу Днепра. После крещения Киевской Руси он бесследно пропал. Последний раз об обнаружении Золотой Бабы говорили в 1961 году. Тогда председатель колхоза имени 1 мая, который находился недалеко от поселка Юильск, обнаружил заветную статую. О находке сообщили в Ханты-Мансийский краеведческий музей. После этого группа сотрудников прибыла в колхоз. Вместо золотой статуи музейщики увидели древнего деревянного истукана, украшенного парчевыми платками и мехами. Говорят, шаманы успели подменить и спрятать идола. По словам очевидцев, деревянная копия тоже оказалась небезопасной, и все, кто прикоснулся к ней, были прокляты. После того, как музейные работники забрали находку с собой, в поселке начали происходить странные вещи. У председателя, который нашел Золотую Бабу, в скором времени умерли все 8 детей. Сам он стал страдать от сильных головных болей, которые невозможно было излечить, а спустя год его парализовало. Позже стало известно, что все 7 сотрудников музея, которые приезжали за находкой, скоропостижно скончались. Что касается местонахождения самой Золотой Бабы, то местные говорят, будто шаманы отнесли ее на островок, расположенный среди болот. Правда, из-за изменения уровня воды в реке Обь, вода в болотах тоже поднялась, и остров вместе с идолом затопило. Золотоискатели и энтузиасты не теряют надежд найти заветную Золотую Бабу. О неизвестном объекте, обнаруженном под водой в этих местах, сообщали геологи в середине 70-х годов прошлого века. А спустя 10 лет ученые из Томска провели исследование болот с помощью эхо- и биолокационной аппаратуры. Они обнаружили массивный объект, однако для продолжения исследования денег не выделили, поэтому его пришлось приостановить. Некоторые современные ученые говорят, что, может, никакой Золотой Бабы и не было, а молились северные народы священным скалам. Было или не было, доподлинно никому не известно. Однако, как нет дыма без огня, так и ни одна легенда не рождается на пустом месте. Кто знает, может быть, однажды Золотая Баба поднимется из болотных вод, и люди смогут увидеть ее голубое свечение. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.